Во всем мире до сих пор бурно обсуждают победу Камилы Валиевой на Гран-при Канады 2021, где она установила 2 мировых рекорда. А в Болгарии, посмотрев на Камилу Валиеву и ее успехи, любители фигурного катания тут же отыскали с ней общие корни. А также, что нужно Камиле Валиевой, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Такие, как она, рождаются раз в поколение. Иностранцы о космическом превосходстве Валиевой. Боже, Камила Валиева уже действительно великая. Она катается как взрослая женщина. По сумме баллов Валиева заняла бы 2-е место в мужском турнире. Сегодня Камила Валиева досрочно стала олимпийской чемпионкой. Валиева кажется непобедимой. У России появилась новая великая фигуристка. Я ничего не знаю о фигурном катании, но я помешан на Камиле Валиевой. Какое потрясающее выступление Валиевой! К тому же, она установила новый женский рекорд в своем дебютном этапе Гран-при. Я влюблен. Только Трусова способна превзойти результат Валиевой. Объясните разницу 50 очков между 1-м и 3-м местом. Что сделала Камила Валиева, чтобы выиграть с таким отрывом? И почему ее результат в произвольной программе сравним с Нейтаном Ченом? Камила Валиева – серебряный призер мужских соревнований. На данный момент нет никого, кто мог бы составить конкуренцию Валиевой. Да и Трусовой очень далеко до Камилы. На данный момент единственное, кто может побить сегодняшний рекорд, это сама Валиева. Не углубляясь в ее прокат, который находится в недосягаемости, Камила Валиева, к тому же, невероятно красивая спортсменка. Такие, как она, рождаются раз в поколение. Думаю, что даже лучшая версия Трусовой не сможет превзойти Валиеву. Она не моя любимица, но меня пугает то, каких результатов она достигает. Мировые рекорды Камилы просто поразительны. Я все еще не могу прийти в себя после увиденного. Олимпийский чемпион Патрик Чан, четверные прыжки в исполнении Валиевой выглядят легко. Валиева каталась невероятно быстро. Думаю, она была быстрейшей на этом турнире. Мне кажется, эта зашкаливающая скорость просто необходима, чтобы выполнять такие высокие четверные прыжки. Хотя в ее исполнении это выглядело легко. Программа пролетела незаметно, сказал Чан в эфире телеканала CBC. Иностранные фанаты также отреагировали на показательный номер Камилы Валиевой. Она излучает искусство, красоту, класс, силу, интеллект, любовь. Завораживающе! Я в восторге. Этот номер мне нравится гораздо больше, чем Болеро. Мне очень понравилось движение со стрелой, оно хорошо сочеталось с музыкой и было интенсивным. Очень круто. И программы потрясающие. Я не удивлюсь, если однажды мы увидим ее в качестве соревновательной программы. Мне нравятся их показательные программы гораздо больше, чем соревновательные. По сравнению с ними соревновательные программы выглядят как тренировка, а это как искусство. Посмотрев на Камилу Валиеву и ее успехи, любители фигурного катания из Болгарии тут же отыскали с ней общие корни. Еще одна чемпионка из школы Этери Тутберидзе. Последние 7-8 лет она творит чудеса в фигурном катании. Практически все рекорды были улучшены ее ученицами. Очень интересный человек. Рекомендую прочитать ее биографию, у нее была тяжелая жизнь, и она абсолютно заслуживает своего успеха. Российская школа фигурного катания – лучшая в мире. Девушка родилась в Казани, столица Татарстана или Волжской Булгарии. Фамилия тюркская. Может, Камила – наша дальняя родственница. Она очень красивая и талантливая, поздравляю с успехом. Имеет болгарские гены, она ведь из Казани, Волжской Булгарии. 1-е, 2-е и 3-е место у русских девушек. Остальные аплодируют им. Представительница зала славы фигурного катания США Элайн Заяк прокомментировала произвольную программу Камилы Валиевой. Вау! Так волнительно. Совершенство на льду. Она прекрасно выполнила программу. Пропустила ли она что-нибудь? Я не думаю. Так что это просто потрясающе. Ее несколько четверных в одной программе напоминают мне мои 7 тройных, которые давались мне не так уж и сложно. Выполнив один,
остальные прыгать было довольно просто в оставшейся части программы. Правила Валиевой или Трусовой? Я не думаю, что какие-либо правила прыжков вступят в силу в ближайшем будущем. Я думаю, что до тех пор, пока не будет травм, и риск будет низким, мы продолжим видеть большое количество прыжков. Очевидно, зрителям нравится смотреть, как фигуристы и фигуристки взмывают в воздух, заявила Заяк. В своей произвольной программе 15-летняя Камила Валиева обновила сразу несколько существующих в женском одиночном фигурном катании рекордов. Под болеро Равеля с 3 квадами и одним тройным акселем она набрала исторические 180,89 балла. До Олимпиады 2022 года в Пекине осталось меньше 100 дней. До старта Олимпийского турнира в женском одиночном катании чуть больше, он начнется 15 февраля и завершится 17. Фаворитом Олимпиады уже сейчас называют Камилу Валиеву, и по праву. На данный момент это лидер мирового сезона с ошеломляющими баллами и выверенным сложным контентом. Но все ли у нее есть для того, чтобы действительно забрать личное золото Пекина? Что уже есть у Камилы? Это прежде всего набор элементов Ультра Си. Тройной аксель в короткой программе и набор тройной аксель плюс 3 четверных прыжка в произвольной, которые она почти стабилизировала. Да, это не старшие квады, но это те прыжки, которые Валиева теперь делает практически всегда чисто. Еще один серьезный плюс. Это отличная гоя на всех непрыжковых элементах. Валиева не срывает вращение и не теряет в уровнях дорожек, доделывая все до конца и впечатляя всех своей растяжкой. Компоненты Валиевой высоки уже сейчас. Ей ставят столько, сколько Алине Загитовой ставили во время ее олимпийского триумфа, и им не надо расти старт за стартом, чтобы фигуристка была конкурентоспособной не только в технике. Баланс хорошего катания и сложной техники – большое достоинство Камилы, которое и выделяет ее среди других, делает ее главной претенденткой на олимпийское золото в личном турнире. Казалось бы, если завтра будут Олимпийские игры, выпусти ее на лед, и она заберет заслуженное золото. Но против Валиевой играет время. Ей еще нужно пройти путь из нескольких стартов, чтобы выступить в Пекине. Что нужно Валиевой, чтобы стать олимпийской чемпионкой? Это уверенность в себе и крепчайшие нервы, чтобы выкатать то, что стоит в ее программе. Об этом мы сможем судить только к самым крупным стартам, тогда давление на фаворитку станет колоссальным. Справится ли с этим давлением лидирующая в гонке за золото Валиева? Это пока вопрос. На фоне Александры Трусовой, которая имеет некоторые психологические блоки, Валиева выглядит стабильнее, но нужно доказать это на деле. Нужно преодолеть еще один этап Гран-при, финал Гран-при, куда Камила уже летит на всех парах, чемпионат России в Санкт-Петербурге, чемпионат Европы в Таллине.